Приветствую вас, жители Суперземли, на связи Кайрон. В этом видео обсудим с вами небольшие тизеры контента и развития сюжета из недавнего интервью продакшн-директора студии Arrowhead, очередную номинацию Helldivers 2 в рамках престижной премии Грэмми, текущий прогресс восстановления мегаполиса Верховный Йорк на Суперземле, а также другие не менее интересные новости за последнее время. Устраивайтесь поудобнее в своих адских капсулах, начнем сразу же после короткой, но полезной рекомендации. Не так давно в очередном посте блога разработчиков была опубликована парочка занятных ответов продакшн-директора Helldivers 2 Алекса Бола. Для начала стоит сказать, какие отделы существуют в студии Arrowhead и где, по заверениям Алекса, в данный момент ведется активная работа по производству нового контента. У нас есть большие группы команд, которые мы называем областями. Первая область, с которой вы сталкиваетесь как игрок, это мета. Мета отвечает за все системы галактики, определяет правила всей игры, и именно в этой области вы найдете своих любимых гейммастеров. Область игрового мира – это группа талантливых людей, которые создают новые биомы, такие как миры Ульи, и миссии, которые хеллдайверы будут выполнять во имя демократии. У них сейчас в работе некоторые из самых горячих вещей, но сначала нам нужно привести все в порядок. Следующая область – битва. Эта команда стоит за самыми могущественными врагами, с которыми вы столкнетесь, но вы все знаете, что для уничтожения жуков нужна хорошая огневая мощь. Так что да, варбонды тоже создаются здесь. Осталось две очень важные области. Первая – это то, что мы называем технической платформой. Здесь управляют нашим игровым движком и инструментами, которые будут использовать остальные разработчики. И, наконец, наше собственное Министерство правды, область маркетинга и коммуникаций, название которой говорит само за себя. Из этого объемного ответа можно вынести то, что, несмотря на возникшее затишье в инфополе, команда в свою очередь продолжает трудиться над будущими новинками, параллельно работая над качеством обновлений. Кстати говоря об этом, Алекс сообщил, что качество на данный момент является одним из главных приоритетов студии. Улучшение качества – это наш последний шаг в процессе разработки перед релизом, и мы взяли на себя обязательство сделать его главным приоритетом в дальнейшей работе. В настоящее время мы решаем проблемы и ищем новые, прежде чем выпустить новый контент для игроков. Долгое время наши фичи считались готовыми и внедрялись в релизную версию в последнюю минуту. Мы работаем с командами, чтобы это прекратить. Мы используем термин «функциональный» как минимальный стандарт того, как функции должны быть реализованы в игре. Например, Лорд Улья вышел в релиз в своей очень грубой версии. Кроме того, Алекс поведал о процессе создания сюжетных арок и о том, что разработчики уже прорабатывают будущие события игры, в рамках которых нам еще предстоит поучаствовать. Подготовка сюжетной арки – это рецепт, который мы постоянно пытаемся улучшить. Обычно все начинается с очень сильной фантазии, какие впечатления мы хотим подарить игрокам, а затем на основе этого мы создаем список инициатив для игры, от функций до главных приказов, варбондов и так далее. На самом деле, что интересно, в течение долгого времени наш рецепт был довольно несбалансированным. Мы уделяли много внимания контенту. Прислушиваясь к игрокам, мы как команда поняли, что это не все, поэтому мы меняем наш подход. Теперь некоторые инициативы направлены на проработку наших функций лайв-сервиса, улучшение качества сборок. Мы находимся на ранней стадии этого процесса, но пока что, когда я смотрю на будущее арки, все выглядит многообещающе, и я с нетерпением жду, когда сообщество сможет это оценить. Что ж, как говорится, поживем увидим, но как можно в очередной раз убедиться, пока что весь этот новый контент и сюжет отложен в угоду исправлений технической части игры. Ситуация на карте галактической войны выглядит весьма предсказуемо. Цели главного приказа планеты Эндар и Асперот Прайм, где ведется добыча ресурсов для восстановления мегаполиса Суперземли под названием Верховный Йорк, находится в полной безопасности. Кроме того, мы успешно выполнили дополнительный приказ на освобождение Барабаса и отстояли свою позицию на Карлии, к сожалению, не через реализацию Гамбита, где нам бы удалось вернуть себе еще и планету Гидробиус. Из плохих новостей класса на фронте ботов и Зея Ругозия на стороне просветленных были потеряны. Сейчас морепродукты совершают поползновение в сторону Кейда, пытаясь в очередной раз захватить Шете. Однако с помощью активной бури Орла ДКС, которая блокирует захват врага, мы сможем и здесь выйти из ситуации с победой в руках. Говоря о других возможных победах, Helldivers 2 в очередной раз номинирован на почетную награду, а именно Грэмми 2026 за лучший саундтрек. В конкурентах нашей любимой игры значит
значатся «Аватар», «Индиана Джонс и Великий Круг», «Звездные войны вне закона» и «Меч моря». Однако, кто выиграет, мы узнаем совсем не скоро. Результаты будут объявлены 1 февраля уже следующего 2026 года. Список известных багов пополнился новыми позициями. На PS5 версии игры деформация ландшафта отображается некорректно, а на всех платформах некоторые части брони видны в режиме от первого лица при прицеливании из киллзоновской винтовки +39. Также было обнаружено, что в оборонительных кампаниях отображается неправильный биом города, контролируемый суперземлей. Кроме этих проблем в списке значатся некоторые другие старые баги и недоработки, например, отсутствие звука смеха и эмоций, воодушевленная радость или проблемы начисления опыта в блиц-миссиях, из чего можно узнать примерный минимум объема работ, который предстоит сделать команде разработчиков для значительных улучшений. Завершая сегодняшний выпуск новостей, впереди вас, как всегда, ждет обзор товаров супермагазина и личного приказа на ближайшее время, а также рубрика лучших комментариев, в которую может попасть любой из вас. Помимо 11 страниц постоянных предложений, первая страница ассортимента супермагазина была обновлена, и в ближайшие часы предлагается приобрести товары, связанные с прошлым боевым пропуском «Пограничное правосудие», легкую броню GS-11 «Послание к демократии» с пассивкой «Стрелок», забавную эмоцию «Стреляй», а также тематический плащ и карточку игрока. Личный приказ на ближайшие сутки успешно эвакуироваться, добыв редкие образцы. Пробил час нашей постоянной рубрики «Комментарии подписчиков под прошлым видео». Первым на сегодня стало сообщение от Вода. Честно, самому не верится, что мы выиграли битву за Ашан. Много хороших ребят полегло, куча тапочек была стерта до дыр, а запасы дихлофоса были исчерпаны. Зато теперь можно привезти бабушке компоста из лордов Улья. Они вон какие вымахали, значит и на их трупах будет отличный урожай. Сначала лордов нужно отдать на растерзание, то есть исследование нашими великими суперземельскими учеными, а дальше хоть на шаурму, хоть на удобрение. Следующий комментарий от канала Кека. Я считаю, что разработчики правильно делают, что дальше продолжают чинить игру. Как по мне, идеален следующий сценарий. Чинить игру сейчас и по чуть-чуть заготавливать контента, а в декабре на ТГА снова бахнуть трейлер с будущим крупным обновлением. Я думаю, для этого уже все есть, остается лишь подлатать дыры в игре. В принципе, из недавнего интервью продакшн-директора можно понять, что именно этим планом и руководствуется студия на данный момент. И последний на сегодня комментарий от Тони. Фан-факт, игра похудела на пол гигабайта. С момента релиза патча от 4 ноября, да, немного подскинула, но предыдущее похудение на 9 гигабайт выглядело более существенным. Дорогие друзья, благодарю вас за поддержку этого видео. Не забывайте ставить свой эцкодесантный лайк и подписываться на канал и наш телеграм. На связи был Кайрон, до встречи в новых видео. Черт возьми, дайверы.